Всем привет! Сегодня я хочу рассказать, что недавно произошло в нашей блогерской семье. Мое отношение к злым комментариям и негативу на канале, что недавно чуть не привело к закрытию нашего канала, и почему я сейчас на испытательном сроке. А также про все изменения на канале «Мой особенный ребенок». Моя сегодняшняя история началась с того, что я бродила по YouTube-каналам и сделала для себя просто ошеломительные выводы, что большинству блогеров, которые набрали там от 100, например, тысяч подписчиков, им вообще все равно, что про них пишут в комментариях. Например, есть одна девушка-блогер, у нее почти 1 миллион подписчиков, и она снимает себя и своих детей практически каждый день, и ей в комментариях пишут о том, какая она плохая мать, какие у нее ужасные там грязные страшные дети. Она все это дело либо просто не читает, либо ей действительно все равно, и она продолжает делать то, что она делала, то, что ей нравится. В общем, в какой-то момент мой мир перевернулся. Я тоже хочу быть сильной, независимо от чужого мнения личностью. Мне тоже все равно, что обо мне думают. Я уже 6 месяцев как блогер, я уже такого начиталась, мне уже ничего не страшно, подумала я, зашла на страницу забаненных пользователей и очистила полностью весь список. Тут началось. Так как я пыталась скопировать поведение топового блогера, но мне не получалось не заходить в комментарии, как у нее, поэтому я решила, что я все буду игнорировать. Так как я оставляла провокационные комментарии, то те, кто, возможно, мог промолчать и пройти дальше, они хотели поддержать этого человека, ставили ему лайки, писали в поддержку этим людям. В общем, негатива на канале стало много. Я убеждала себя и Артема, что мне все равно, я крутой блогер, и мне наплевать на чужое мнение. Я с гордостью рассказывала всем о том, что на моем канале теперь все настоящее, что вот оно настоящее отношение ко мне и к Серафиму, что вы можете увидеть настоящую жизнь без иллюзии всеобщей поддержки. Над комментариями, что я страшная, что новая стрижка сделала меня старой, что я там плохая мать и так далее, я смеялась. Но я поняла самое главное отличие своего канала от других, потому что у меня на канале затрагивается действительно очень острая тема для общества – это особенные дети. Действительно, очень многие люди пишут с настоящей ненавистью к таким детям. Кто-то говорит, что нечестные граждане платят налоги, а мы мы выплачиваем из своего кармана пособие по инвалидности. Кто-то переживает за будущее генофонда нашей страны, считает, что Серафим – это угроза их будущим детям. Кто-то на полном серьезе предлагает эвтаназию как избавление Серафима от страданий и такой жизни, как у него есть сейчас. На самом деле, то, что я сейчас рассказываю, это без слез, это для меня уже огромный шаг вперед. Я могу говорить об этом и не плакать, хотя мне на самом деле это очень все обидно и неприятно. Кроме негатива в сторону Серафима, было также много мнений и в мой адрес негативных. И, может быть, я бы и пережила их, если бы не все в совокупности. Много сообщений писали по поводу того, что я сумасшедшая, что я не понимаю, что происходит, что мой ребенок инвалид, очень глубокий и тяжелый, а я вместо того, чтобы осознавать всю реальность и плакать, я пою песенки как сумасшедшая. Были сообщения о том, что я ломаю жизнь своей семьи, чтобы я как можно быстрее отдала Серафима в детский дом, что он новый, что он ни на что не реагирует, что это вовсе не улыбка, а рефлексы. Появляются какие-то якобы врачи, которые ставят свои диагнозы, пишут свои прогнозы. На самом деле, может быть, вот последнее я бы выдержала, но так как это было все разом и очень много, то мне просто это все казалось какой-то катастрофой. До того момента, как я решила разом и большим скопом ничего не удалять, до этого тоже присутствовали такие комментарии, но я быстренько нажимала «удалить» и забывала об этом. Теперь же я это не удаляла, это все было со мной. Это со мной ходила по дому, это со мной мыла посуду. Начинались длиннющие дискуссии. Мне кажется, сообщений 200 было в каждой просто теме, потому что было очень большое количество людей, которые пытались меня защитить, которые не понимали вообще, как можно
писать такие злые вещи, начинались такие дискуссии, и люди, мои защитники, они просто огребали вдвойне. На самом деле мне не очень понятно, зачем писать под каждым видео злые вещи, если вам не импонирует то, что я делаю, если вам не нравлюсь я и мои дети, и все, что вокруг нас происходит. Я просто пытаюсь представить, что я зашла на YouTube-канал, который мне не очень нравится, я просто выключу его и пойду дальше, потому что мне дорого мое время. Я же не буду смотреть каждое видео от начала до конца и писать в комментариях, что именно мне не понравилось. Я не понимаю, берегите свое время, ё-моё! В общем, в какой-то момент зашла я на свой канал и увидела столько негатива. Мне просто показалось, что мой канал стал злой. Я, мол, тут душу выворачиваю, снимаю выкладываю самое сокровенное, а в ответ получаю столько негатива. И я понимала, что я сама все это наплодила, я сама во всем виновата. И уже тогда рука моя тянулась к кнопке заблокировать всех и вся, потому что действительно моя психика в тот момент подвигалась большим испытанием. Чтобы как-то отвлечься, а на тот момент я еще не теряла надежды, что я справлюсь, я зашла на YouTube-канал, в котором тоже главный герой особенный ребенок. На самом деле таких каналов достаточно много, я на большинство из них, мне кажется, подписана, периодически я их посматриваю. И вот повезло же мне именно в этот момент зайти на канал, где мой злобный комментатор писал про меня гадости, что я плохой человек, что я там не заслужила такое количество подписчиков, и как вообще я этого добилась. На что блогеры отвечают... В общем, блогеры отвечают, что я всех подписчиков купила. Представляете, купила подписчиков. Я не знаю, кому я там не заплатила еще за то, что вы на меня подписались. Присылайте реквизиты в личные сообщения. На самом деле, сейчас мне это смешно, но на тот момент мне показалось просто, что мне вонзили нож в спину. Но вообще, когда смотришь какого-то блогера, когда ты присутствуешь у него дома, когда ты там видишь его детей, создается иллюзия того, что это твой друг. Поэтому, может быть, я восприняла это очень близко к сердцу. И первое, что я сделала, это пошла на свой канал и удалила всех негодников. Я почувствовала просто такое облегчение. Я удалила их не просто с канала, а из своей жизни. Я выдавила огромный гнойный прыщ. И второе, что я сделала, я села и горько заплакала. И надо же было именно вот в этот момент прийти Артему на обед. И что вот он увидел, когда он пришел домой? Лера сидит за мультиками и жует конфеты. Серафим один лежит на полу. И я сижу за компьютером и горько рыдаю. Артем спрашивает меня, что случилось. Я начинаю ему на эмоциях рассказывать, что вот злые люди написали про меня злые вещи. В общем, Артем смотрит на меня как на сумасшедшую и говорит, что если за 6 месяцев блогерства ты до сих пор не научилась воспринимать негативные комментарии как должное, значит, это не твое, это не для тебя, не для твоей психики. И я не должна постоянно из-за этого плакать и уделять этому так много времени, так как я должна заниматься детьми, и сейчас я в декрете, и я должна уделять все свое свободное время своим детям. Артем в тот момент был непреклонен. Удаляем канал и точка. Я почувствовала просто огромную опасность. Все-таки, как бы то ни было, канал-то мне очень дорог, и я в своей жизни не помню, чтобы мне нравилось чем-то так сильно заниматься. И из-за этого неудачного эксперимента я не намерена все это терять, и поэтому я спешно начала ему обещать, что я все дальше буду удалять, что такого больше не повторится, я снова буду нормальной. Но мнение Артема уже было изменено на этот счет. Он начал говорить, что в последнее время каналов в моей жизни становится все больше и больше, в то время, когда я должна гораздо больше уделять времени своим детям, а не постоянно снимать и монтировать и отвечать на комментарии. Что я должна гораздо больше уделять времени в занятиям с Серафимом, что видосы выходят регулярно, а суп варится не очень регулярно. Вообще не сказать, что Артем был очень строгий по жизни муж, но для него очень важно, чтобы я была в первую очередь женой и мамой, и потом уже всем остальным блогерам и так далее. В общем, Артем смягчился в тот момент, когда мы обговорили некоторые новые условия и о том, что у меня будет испытательный срок, в течение которого я покажу, что я могу быть и мамой, и блогером. Я на самом деле убедила его, насколько для меня важен этот канал, что добра в нем гораздо больше, и рассказала в красках, как я счастлива быть блогером.
В общем, для того, чтобы канал продолжал присутствовать в нашей жизни, мы обговорили следующие условия. Во-первых, я удаляю все, что меня расстраивает, раздражает. Я не трачу на это ни свои нервы, ни свое время. Извините, пожалуйста, свободная страна, свобода слова, но я расставила свои приоритеты. Я уверена в своей жизненной позиции. Мой ребенок самый красивый, самый лучший, самый любимый. Я никогда от него не откажусь. Если вас это не устраивает, ну что ж, другие YouTube-каналы с удовольствием покажут вам что-то другое. Второе. Теперь я больше не отвечаю на комментарии, вы, наверное, это заметили, но я также буду обязательно продолжать все читать и лайкать, это прям точно. На вопросы в комментариях я буду отвечать по возможности. В основном ответы на ваши вопросы я буду собирать и снимать видеоответы, потому что если все это писать, действительно на это уходит много времени. Кстати, если вы еще не успели написать интересующие вас вопросы, то обязательно пишите в комментариях, скоро будет такое видео. Я больше не смогу с вами контактировать в социальных сетях. Действительно, многие люди очень хотят пообщаться со мной лично, спросить, как дела, что сейчас делает Серафим, какое у меня настроение. Мне очень хочется вам всем отвечать, но на это тоже уходит много времени. Поэтому я лучше постараюсь в видео как можно больше рассказать, как можно больше показать, чем написать каждому. И последнее. Мне очень нужен помощник по добавлению субтитров, потому что на это тоже у меня уходит много времени. На русском языке на слух по видео. И на английском языке, потому что все чаще приходят на канал американские комментаторы, которые пишут, что они смотрят, но ничего не понимают. Поэтому нужно для них создать, я уже им обещала, что я создам для них американские субтитры. Желательно, конечно, чтобы это был один человек, который добавляет и русские, и английские субтитры. Если это будет несколько человек, ничего страшного. Если у вас есть желание мне помочь, то напишите мне ВКонтакте в личное сообщение, ссылку я оставлю под видео. Какие условия, оплата вас интересуют, я посмотрю, что кто напишет, и тогда уже сделаем примем какое-то решение. В общем, такая вот у нас произошла недавно история. Такой был эксперимент для моей детской неустойчивой психики. Не могу сказать, что я с гордостью выдержала эти испытания, но зато сейчас, возможно, на канале будут изменения, которые нужны. Сейчас, пока я на испытательном сроке, пытаюсь изо всех сил быть паинькой. И доказываю Артему, что могу быть и мамой, и блогером. Видео будут также регулярно выходить обязательно, как и будет вариться борщ. Обязательно не прекращайте писать ваши комментарии, я обязательно все буду читать. Всем большое спасибо, несмотря ни на что, я вас всех очень люблю. Все будет хорошо. Пока.